Эта история берет свое начало в 2005 году. Семейная пара из Невады решила провести вечер в ресторане быстрого питания «Вендис». Обычное, казалось бы, времяпрепровождение обернулось кошмаром, о котором вскоре узнала вся страна. Перед тем, как мы продолжим, хочу посоветовать тем, кто ест, либо поставить на паузу, либо доесть позже. Ну а тем, кого ничем не проймешь, приятного аппетита! Вы, наверное, не раз слышали, а кто-то, возможно, и сам сталкивался с такой ситуацией, когда в купленных продуктах питания попадались посторонние предметы. И вариант, когда посторонним предметом является что-то металлическое, кажется не таким уж плохим, по сравнению с тем, что нашла в своем заказе Анна Аяла. 22 марта 2005 года 39-летняя на тот момент Анна Аяла вместе со своим мужем пришли поужинать в ресторан быстрого питания «Вендис» в калифорнийском городе Сан-Хосе. Среди прочего в том, что Анна заказала для себя, значилась чашка чили, которая в меню компании описывается как острое рагу с уникальной смесью говяжьего фарша, фасоли, помидоров и других овощей. Вскоре после того, как пара начала есть, Анна в ужасе вскочила со своего места и начала кричать, призывая других посетителей прекратить прием пищи. В своем рагу она обнаружила часть пальца. На крики сбежались сотрудники ресторана, которые сами убедились в том, что женщина говорит правду. Администратор, который никогда не сталкивался с чем-то подобным, сам был потрясен и не знал, что делать. Первое, что пришло в голову, это, конечно же, позвонить в 911. Когда в ресторан приехали полицейские, они тоже были в замешательстве, так как считали, что не произошло ничего такого, что требовало бы их вмешательства. Офицеры посоветовали связаться с департаментом здравоохранения, предполагая, что кто-то лишился пальца в результате производственной травмы. Хотя администратор утверждал, что в ресторане подобных случаев не происходило. В итоге управление компании дало распоряжение сотрудникам положить находку в морозильную камеру. Уже на следующий день история попала в калифорнийские новости, а затем ее подхватили и национальные телеканалы. Бренд «Вендис» ведет свою историю с 1969 года, когда был открыт первый ресторан в Колумбусе, штат Огайо. По состоянию на 2005 год сеть насчитывала более 6 тысяч ресторанов, и когда история с пальцем прогремела на всю страну, компания понесла колоссальные репутационные и финансовые потери. Так как полиция решила не вмешиваться в это дело, компания «Вендис», стремительно теряющая клиентов и доход, начала свое собственное расследование. У всех сотрудников ресторана, где произошел инцидент, все пальцы были на своих местах, поэтому производственная травма внутри ресторана была сразу исключена. Проверив всю цепочку поставщиков продукции, выяснилось, что и в компаниях-поставщиках никаких производственных травм зарегистрировано не было. «Вендис» решили во что бы то ни стало найти обладателя пальца. Всех сотрудников ресторана, где произошел инцидент, проверили на полиграфе. Так исключили вероятность того, что кто-то из персонала намеренно подбросил посторонний предмет в еду. В то же время Анна Аяла стала давать многочисленные интервью, в том числе и общенациональным телеканалам, рассказывая о том, какую серьезную психологическую травму она получила. А за моральный ущерб можно потребовать что? Правильно. За моральный ущерб еще и от такой крупной компании можно получить немалую компенсацию. Анна подала в суд на «Вендис». Компания «Вендис» в свою очередь решила провести собственную судебно-медицинскую экспертизу. Палец отправили в лабораторию, где было установлено, что его поместили в рагу чили после того, как это рагу приготовили. Плюс к этому на нем не нашли слюны Анны, которая во всех своих интервью утверждала, что успела положить находку в рот. Обладая этой информацией, в «Вендис» стали подозревать, что Анна Аяла не так проста и хочет обвести компанию вокруг пальца. Нанятый в «Вендис» частный детектив выяснил, что до инцидента с пальцем
Айяла подавала 13 гражданских исков в штатах Калифорния и Невада в отношении различных организаций. В 2004 году она проиграла дело против General Motors и Goodyear. Тогда она утверждала, что у ее автомобиля отвалилось колесо. В том же году Анна подала иск против сети ресторанов El Pollo Loco, утверждая, что ее дочь заразилась сальмонеллой после обеда в их ресторане. Согласно заявлению пресс-службы El Pollo Loco, никаких выплат в пользу Анны Айялы компания не делала. Некоторые дела, где женщина добивалась возмещения ущерба, были урегулированы во внесудебном порядке. Это дает основание предполагать, что Анна получала в таких случаях выплаты. Уже в 2005 году, как мы теперь знаем, произошел инцидент в ресторане «Вендис». После того, как частный детектив предоставил собранную информацию, представители «Вендиса» вновь обратились в полицию, заявив, что Анна Айяла, вероятно, мошенница. Изучив полученную информацию, полицейские начали свое расследование. Частичный отпечаток пальца, снятый с находки, проверили по базам данных, но совпадений обнаружено не было. 8 апреля 2005 года полиция Лас-Вегаса получила ордер на обыск дома Анны. Офицеры надеялись выяснить, кому принадлежал найденный палец, и предполагали, что в доме может находиться тело. В доме ничего не нашли, но после обыска женщина выступила с новым заявлением, обвинив полицейских в слишком грубом обращении и в том, что они повредили руку ее дочери. А уже спустя несколько дней после обыска Анна отозвала свой иск к Вендис, потому что, по ее словам, полицейское расследование и широкая огласка были очень трудными в эмоциональном плане для нее и ее семьи. Но компания Вендис, которая понесла убытки по разным оценкам, превышающие $20 миллионов, была настроена идти до конца и выяснить правду. За информацию, которая поможет установить происхождение пальца, компании было предложено вознаграждение в размере $50 тысяч. Тем временем полицейские выяснили, что Айяла была причастна не только к подаче всевозможных исков. Было установлено, что в период с сентября 2002 года по ноябрь 2003 Анна организовала продажу передвижного дома, который ей не принадлежал. Жертвой аферы стала женщина по имени Берта Давила. Анна продала ей дом на колесах, принадлежавший ее знакомому, который в свою очередь взял его в ипотеку и не платил по счетам. Через 3 недели Берту выселили, и таким образом она осталась и без денег, и без жилья. 21 апреля 2005 года полиция Лас-Вегаса арестовала Анну Айялу за мошенничество при продаже передвижного дома. Также был арестован и ее муж, 43-летний на тот момент, Джейми Пласенсия. Ему предъявили обвинение в неуплате алиментов и мошенническом использовании карты социального обеспечения своего сына. Арест супружеской пары компания Вендис посчитала маленькой, но все же победой. Владелец франшизы в Сан-Хосе призвал людей возвращаться в Вендис. Компания устраивала различные акции, пытаясь вернуть потерянных клиентов. Но тем не менее, основной загадкой оставалась принадлежность пальца. Вознаграждение за информацию, способную пролить свет на его происхождение, было увеличено до 100 тысяч. И это действительно сработало. В полицию позвонило 2 человека. Первый попросил сохранить его анонимность, а вторым был владелец фирмы, занимающийся укладкой дорожного покрытия. Его звали Майк Кейси. Майк сообщил, что в декабре 2004 года, а это за 3 месяца до инцидента в ресторане, сотрудник его фирмы Брайан Росситер в результате производственной травмы лишился части указательного пальца. Что не менее важно, в этой же асфальтовой компании работал муж Анны Айялы, Джейми Пласенсия. 13 мая 2005 года полиция объявила, что идентифицировала человека, потерявшего палец. Когда полицейские встретились с Брайаном Росситером, он рассказал, что лишился части пальца в декабре 2004 года, но он не выкинул его, а хранил. В то время он должен был мужу Анны, Джейми Пласенсии, $50.
Джейми сказал, что забудет о долге, если он отдаст палец ему, на что Росситер ответил, что согласится на это только за $100. В итоге сделка состоялась. Стоит отметить, ДНК-анализ подтвердил, что палец принадлежал именно ему. Когда началась шумиха вокруг ресторана «Вендис», Росситер быстро сообразил, для чего Пласенсия купил у него палец. Когда он предъявил ему претензии по этому поводу, Пласенсия сказал, что если он будет помалкивать, то вскоре получит 250 тысяч. Обладая всей вышеозвученной информацией, Анне к обвинениям по делу о мошенничестве с передвижным домом добавили еще и обвинения по делу «Вендис». С такими же обвинениями столкнулся и ее муж Джейми Пласенсия. Как ранее было сказано, после того, как вознаграждение увеличили до 100 тысяч, в полицию позвонило 2 человека – Аноним и Майк Кейси, владелец асфальтовой компании. Так вот, анонимом оказался сам Брайан Росситер, что, вероятно, и позволило ему избежать каких-либо обвинений. Компания «Вендис» сообщила, что Майк Кейси получил половину от предложенного вознаграждения, то есть 50 тысяч. Человек, получивший остальные 50 тысяч, пожелал, чтобы его имя не придавалось огласке. Но если сопоставить все данные, то можно прийти к выводу, что этим человеком был Брайан Росситер. 9 сентября 2005 года Аяла и Пласенсия признали себя виновными в сговоре с целью подачи ложного иска. 18 января 2006 года Анна Аяла по совокупности предъявленных ей обвинений была приговорена к 9 годам лишения свободы. Ей также пожизненно запретили посещать любой из ресторанов «Вендис». Защита Анны подала апелляцию, и в итоге ее 9-летний приговор заменили на 4 года тюрьмы. Ее муж получил наказание в виде тюремного заключения сроком на 12 лет и 4 месяца. Также супружескую пару обязали выплатить $170 тысяч в качестве компенсации сотрудникам «Вендис», потерявшим работу или рабочие часы. Еще 19 тысяч Анна Аяла должна выплатить обманутой ей женщине, которой она продала передвижной дом. Судья также обязал супругов выплатить $21 800 000 компании «Вендис». Наверное, понимая, что такой суммы от осужденных ждать не стоит, «Вендис» согласились не взимать с пары денег, если они никогда не получат выгоды от всей этой истории. Имеются в виду различного рода платные интервью, участие в ток-шоу и тому подобное. В 2010 году Аяла вышла из тюрьмы, но на этом злоключения Анны не закончились. В октябре 2012 года ее вновь арестовали, после того, как она сообщила в полицию, что 2 неизвестных ранили ее 26-летнего сына. Как в итоге выяснилось, это заявление оказалось ложью. На самом деле ее сын, который был досрочно освобожден из тюрьмы и которому запрещалось иметь оружие, сам случайно выпустил пулю себе в ногу. Чтобы сына не вернули в тюрьму за нарушение испытательного срока, Анна придумала план, который полицейские быстро раскусили. В итоге ее арестовали и предъявили обвинения по 3 пунктам, включая ложный донос. Свою вину она полностью признала. В 2013 году Анна была приговорена к 2 годам лишения свободы. Сейчас она снова на свободе.